Глава 11. Танец реальностей или распознавание иллюзий. Трансформация продолжалась. Мир вокруг менялся с калейдоскопической скоростью. Перевернутые маски без эмоций вместо лиц, пронзительные взгляды незнакомцев – все это было не галлюцинацией, а прорывом завесы привычного восприятия. Все проходящие люди, буквально не отрываясь, смотрели на меня, выворачивая головы. Я видела реальность такой, какая она есть, без фильтров ума. Кстати, только через 1,5 года эту картину я увидела в фильме «Начало». Ранее Алексей предложил то, что казалось мне немыслимым – отказаться от фруктов, перейти на кето, пить кофе. Для меня, убежденной фрукторианки, это звучало как богохульство, но когда реальность начала распадаться, когда лица маски людей стали буквально переворачиваться, а краны танцевать, эти простые земные практики стали настоящим спасением. Я поняла, все диеты, все системы питания – это тоже программы. Даже мое любимое фрукторианство было клеткой, просто более красивой, чем другие. Алексей научил меня видеть еду как ресурс, как инструмент для работы с реальностью, без привязанностей, без догм, без идеологии. Скоро реальность начала расслаиваться еще больше. Звуки внешнего мира стали проникать прямо в мой мозг. Я могла слышать дыхание человека за 8 дорожек в бассейне. Это был не сон и не галлюцинация. Это было пробуждение к более глубокому уровню восприятия. Звуки были очень громкими. Я не могла идентифицировать, откуда они возникали, так как все они были в моей голове. Реальность развернулась внутрь. Теперь я понимала, почему Алексей так настаивал на изменении питания. Это не было вопросом морали или здоровья, это был вопрос выживания в расширяющейся реальности. Каждые 15-20 минут я звонила ему, держась за реальность через простые физические действия: надавливание на подушечку безымянного пальца, рассасывание кристаллов соли, глоток кофе. Эти простые действия стали моими якорями в океане нового восприятия. Божественное «все равно» — это состояние, которому учил меня Алексей, стало моим спасением. Не впадать в панику при виде танцующего крана, не убегать от людей с перевернутыми лицами, не позволять страху захватить сознание, обращая внимание в ощущения в теле. Просто наблюдать, оставаясь центрированной в нем. Это помогало удержаться от падения в бездну. Разделение зрения. Левый глаз стал видеть измененные формы через большой шар, похожий на блик от солнца. Разное видение в глазах, обостренный слух, способность воспринимать звуки за километры, сжимающееся и ускоряющееся время – все это были не симптомы безумия, а признаки расширения сознания. Я училась балансировать между обычной реальностью и тем, что лежит за ее пределами, и в этом балансе не было места старым догмам и убеждениям. Алексей учил меня использовать тело как инструмент навигации в этом расширенном пространстве восприятия. Однажды в сауне я поняла, что все мои прежние представления о реальности были лишь тонкой пленкой на поверхности истинного бытия. Каждое движение вокруг меня обретало новый смысл. Люди двигались как в замедленной съемке, их движения казались механическими, словно кто-то дергал за невидимые нити. А через секунду человек, который был в нескольких метрах от меня, уже касался моего плеча. Это снова пугало. Пояснение из будущего. Представьте телевизор, настроенный на один канал. Внезапно антенна смещается, и экран начинает улавливать сигналы сразу нескольких частот. Изображения накладываются друг на друга,
Звуки смешиваются, реальности пересекаются. Именно это происходит при расширении сознания. Наш мозг, обычно настроенный на узкую полосу восприятия, начинает принимать сигналы из других измерений бытия. Громкие звуки, слышимые за километры, это не галлюцинации, а результат отключения естественных фильтров восприятия. В обычном состоянии мозг постоянно фильтрует огромный поток входящей информации, оставляя только то, что считает важным для выживания в трехмерной реальности. При расширении сознания эти фильтры ослабевают, и мы начинаем воспринимать мир во всей его полноте. Темное пятно перед глазами и видение масок вместо лиц – это проявление способности воспринимать энергетические паттерны реальности. Подобно тому, как инфракрасная камера видит тепловые следы, расширенное сознание начинает различать энергетические структуры, обычно скрытые от физического зрения. Это не нарушение восприятия, а его обогащение, подобно тому, как черно-белое изображение внезапно становится цветным. Дополненная реальность, которую вы начинаете видеть, это не продукт воображения, а более глубокий слой существования, всегда присутствующий вокруг нас, но обычно недоступный обычному восприятию. Это похоже на то, как если бы вы внезапно обрели способность видеть ультрафиолетовый спектр или слышать ультразвук. Почему это связано с пробуждением? Когда человек начинает освобождаться от программных установок, энергия, ранее затраченная на поддержание иллюзорных границ восприятия, высвобождается. Это похоже на компьютер, с которого удалили ненужные программы. Появляется больше свободных ресурсов для новых задач. Потребность в более плотном питании во время этого процесса не случайна. Когда сознание расширяется, тело становится проводником между измерениями. Плотная пища действует как заземление, помогая удерживать связь с физической реальностью. Это похоже на то, как в высоковольтной линии нужен мощный заземляющий кабель. Чем выше напряжение, тем надежнее должно быть заземление. Все взаимосвязано. Повышенная чувствительность к звукам – результат расширения диапазона восприятия, видение энергетических структур – следствие отключения фильтров реальности, способность слышать далекие разговоры – проявление квантовой природы сознания, потребность в плотной пище – механизм заземления расширенного восприятия. Это состояние можно сравнить с пробуждением от сна, где мы видели мир через тусклое стекло. Когда стекло начинает растворяться, поток неотфильтрованной реальности может казаться ошеломляющим. Но это не патология, это возвращение к естественному, расширенному состоянию восприятия, которое было нашим изначальным способом существования до того, как социальное программирование сузило диапазон нашего осознания до узкого канала трехмерной реальности. В отличие от искусственного разгона мозга химическими веществами или технологическими методами, которые лишь форсируют определенные нейронные процессы, пробуждение через депривацию и чистое намерение на своей собственной энергии происходит как естественный квантовый скачок сознания. Это подобно тому, как цветок не распускается от того, что его механически разворачивают, он раскрывается сам, когда приходит его время. Наш мозг действительно функционирует лишь на малую часть своего потенциала, но это не техническое ограничение, а защитный механизм. Подобно тому, как операционная система компьютера блокирует доступ к определенным функциям для стабильной работы, наше сознание обычно ограничено узким диапазоном восприятия для поддержания привычной картины реальности.
Депривация в сочетании с чистым намерением создает уникальное состояние, когда эти защитные механизмы естественным образом отключаются. Это не взлом системы, а скорее правильный код доступа, активирующий скрытые возможности сознания. Правильные вопросы, которые я задавала годами, служили своего рода ключами, постепенно открывающими запертые двери восприятия. Феномен темного пятна перед левым глазом – это проявление активации третьего глаза, или точнее квантового органа восприятия. Подобно тому, как зрачок является порталом для видения физического мира, это темное пятно становится порталом в другие измерения реальности. Оно похоже на черную дыру, через которую происходит квантовое туннелирование сознания в расширенные спектры восприятия. Это пятно появляется именно перед левым глазом не случайно. Левая сторона связана с интуитивным, нелинейным восприятием реальности. Через эту точку входа начинает поступать информация из квантовых полей сознания, недоступных обычному зрению. Это похоже на настройку антенны на новую частоту вещания. Сквозь эту точку просачивается поток данных из более тонких планов существования. Вся информация, все знания действительно уже существуют в нашем сознании, подобно тому, как в семени уже содержится полный код взрослого дерева. Блокировка этих знаний не ограничение, а необходимое условие для поэтапного развития сознания. Когда дух готов, когда накоплена достаточная энергия осознанности, эти блоки начинают естественным образом растворяться. Мое пробуждение произошло не через форсированную искусственную стимуляцию мозга, а через глубинную трансформацию самой структуры сознания. Это подобно тому, как гусеница не увеличивает свои способности, а полностью трансформируется в бабочку. Происходит не улучшение старой системы, а квантовый переход в новое качество бытия. Намерение и готовность служат не инструментами взлома системы, а скорее сигналами для активации изначально заложенных в нас возможностей. Это похоже на то, как растение тянется к солнцу, не потому что его заставляют, а потому что это его естественная природа. Так и расширение сознания происходит не через насильственное вмешательство, а через возвращение к нашей истинной, безграничной природе.